Ноябрь в селе Лесогорск выдался на редкость мрачным и холодным. Казалось, сама природа скорбела вместе с человеком. В ту ночь, когда деревенские улицы поглотила густая тьма, все застыло. На старом кладбище стояла гробовая тишина, нарушаемая лишь одним звуком — тягучим, надрывным воем собаки. Вой был такой силы, что он словно пронизывал даже холодный воздух. Собака лежала у свежей могилы, положив морду на лапы. Днем ей не давал выть сторож, чтобы не пугать посетителей. Тогда собака просто сидела неподвижно, будто статуя, но взгляд выдавал боль. А ночью, когда никто не мешал, она выпускала наружу все, что терзало ее душу. Это был пес по кличке Барсик. 5 дней назад он потерял того, ради кого жил — пожилую женщину Марию Алексеевну. Ей было 82. Всю жизнь она прожила в Лесогорске, работала учительницей начальных классов. Знала почти каждую семью, каждого ребенка. Для многих была наставницей и добрым советчиком. Но в последние годы ее все чаще мучило сердце. Болезнь была давней, и хоть Мария держалась, силы таяли. В центральной больнице, куда ее отвезли в последний раз, она уже не встала. Барсик был с ней с самого детства. 10 лет назад Мария нашла его у мусорных баков за рынком, в картонной коробке. Внутри лежали 2 крошечных щенка, холодные, дрожащие, с закрытыми глазками. Мария не могла пройти мимо. Одного забрала себе, а второго отдала соседу Николаю, старому другу семьи. Барсик быстро стал для Марии как ребенок. Она грела его у печки, поила молоком из бутылочки, разговаривала с ним по вечерам. Он отвечал ей преданностью. Всегда провожал до магазина, встречал у ворот, радовался каждому прикосновению. Потеря Марии стала для него ударом, который не каждому человеку под силу. Когда она попала в больницу, он ждал ее под стенами, отказываясь уходить домой. В день похорон, дрожа от холода и непонимания, он метался у могилы, то ложась на землю, то поднимаясь и всматриваясь в лица людей, словно надеялся увидеть ее. Но он не мог просто сдаться. У него была миссия. В ту ночь, когда Марии стало особенно плохо, она с трудом дотянулась до телефона и вызвала скорую. Понимая, что может потерять сознание, взяла листок бумаги, торопливо написала несколько слов и позвала Барсика. «Барсик, иди ко мне, слушай внимательно. Я положу тебе под ошейник записку. Отнеси ее Марине. Хорошо?» Пес моргнул, тихо мотнул головой. Он и вправду понимал хозяйку без слов. Марина жила в соседнем доме. Она была дочерью Николая, того самого соседа, что когда-то забрал к себе брата Барсика. После смерти отца Марина осталась жить там с мужем, а их взрослые дети уже давно перебрались в город. На следующий день после похорон, вернувшись домой, Марина увидела Барсика на крыльце. «Ах ты, бедолага, ты, наверное, голодный», — сказала она, присев и потрепав его по шее. «Пойдем в дом, я тебя накормлю. Можешь и остаться у нас, если захочешь». Но пес не двигался. Он прижимался к ее ногам, мотал головой, терся мордой о ошейник. «Что, шея натирает?» — догадалась Марина и расстегнула ремешок. Из-под него выпала сложенная вчетверо бумажка. Марина развернула ее и прочла. «Аня в опасности». Слова были написаны дрожащей рукой, а последние буквы — кривые и оборванные. Марина нахмурилась. Она знала, что у Марии есть внучка Аня. Совсем недавно Мария говорила, что та собирается приехать. Но что могло случиться? Ее муж, Аркадий, тоже был встревожен. Мария просто так бы не писала, тем более в ее состоянии. Надо разобраться. Может, Ане действительно что-то угрожает?» — сказал Аркадий. Марина знала, что Мария редко рассказывала о семье. Она родила дочь Ольгу в 40 лет от приезжего агронома.
Тот исчез, едва узнав о беременности. Ольга выросла холодной, равнодушной, часто просила у матери денег, но навещала редко. А вот Аня была совсем другой. Это была дочь мужа Ольги от первого брака, но Мария считала ее родной. Девушка часто приезжала, помогала по хозяйству, готовила вместе с бабушкой, а Барсик бежал встречать ее за несколько метров от калитки. Мария хотела оставить все имущество Ане: большой дом в селе, городскую квартиру и сбережения. Но Ольга об этом узнала. За 2 дня до смерти Марии дверь без стука распахнулась. На пороге стояла Ольга. Барсик, почуяв неладное, зарычал. «Убери пса!» — рявкнула дочь. Мария поднялась с кресла, вцепившись в подлокотник. «Оля, ты приехала?» — с улыбкой спросила мать. «Да, я. Не ожидала. А ты, значит, ждешь Аню, да?» В разговоре Ольга быстро перешла на крик. «Я твоя дочь, а она тебе никто. Все должно достаться мне, понятно? Если завещаешь ей, сильно пожалеешь. Я ее так спрячу, что никто не найдет». Мария побледнела, прижала руку к сердцу. Барсик зарычал еще громче, готовый броситься на обидчицу, но хозяйка успокоила его. Через несколько часов, ночью, случился тот самый роковой приступ. И именно тогда, уже задыхаясь, она написала записку, закрепила ее под ошейником и велела Барсику отнести Марине. Марина и Аркадий, обсудив все, позвонили сыну, а он — своему другу в полиции. Начался поиск Ани. Ольга делала вид, что ничего не знает, но пес, едва оказавшись возле ее дома, поднял уши и потянул полицейских к старой даче на окраине соседнего села. Там, в запертом погребе, дрожащую и ослабевшую, нашли Аню. Барсик прыгал вокруг нее, виляя хвостом, поскуливал, словно говоря: «Все, теперь ты в безопасности». Аню отвезли к Марине. Ольгу арестовали. Прошел год. Теплым летним утром у могилы Марии сидели двое: девушка с длинными волосами и пес с умными глазами. Они остались вместе навсегда. Первый луч солнца лег на фотографию на памятнике, и Ане показалось, что бабушка улыбается ей с небес. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.